И всем привет, друзья! С вами снова я, Геймер. И что ж, у нас сегодня Sully Exe, Continue Nightmare. Давно записывал 3 года назад, но у нас сегодня вторая часть, которая сделана по классике Eye of Tree. Что ж, игра кривая, но на свой момент времени, до выхода, через год вроде вышел Spirits of Hell, потом Whisper of Soul, да, и другие шикарные экзо-игры. Вы знаете, про что я говорю, про того самого длинного Соника Экзе, которого я не помню название. Еукс вроде. Короче. Геймплейная. Да, по концовкам и так далее, игра отличная. Но вот по кривости, честное слово, игра как будто бы собрана из разных кусочков. Все ее раньше хвалили, а я буду критиковать. Уж я такой чел. Уж простите. Что ж, у нас хардмод, но на хардмоде отсутствуют, как ни странно, как странно, черт побери, некоторые сцены, которые я вам обязательно должен показать. Вот. На нормал режиме. Так что сейчас сначала зайдем в нормал режим. Да. В хардмоде нет колец и нет жизней. Хотя в старой версии все это было. Также в старой версии есть концовка. Особенная. Которую нельзя сейчас никак получить. Но через... Да, я могу. Через специального человека я это сделаю обязательно. То есть я вам покажу концовку, которую сейчас вы никак не сможете заполучить. Но это не сегодня. Сегодня у нас худшая концовка, ночи с каноничной смерти. Так тоже, в принципе, никто не делал. Что ж, как всегда, с моей озвучкой. Новенькие на канале. Плейлист. Sonic Exe. Появились подсказочки, все удобно расположено. Извините за такое долгое вступление. Что ж, на заставке нужно вводить этот код для хардмода. Однако... Нет. Однако нет... Потому что сейчас мы идем в нормал режим. Кстати, вот такой вот прикольный арт. Перед началом, перед запуском. Не смог вам его изначально показать. Записываю, кстати, я через экран бандикама. То есть нельзя захватить эту игру нормально, она зеленит полосами. То есть приходится через экран еще с кодеками мучиться. То есть там еще специальный кодек подбирать. Потому что изначально я записал, сейчас вот минут 5, и смотрю, оно у меня там это... проблемы с FPS. Вот. А сейчас все будет отлично. Можно выбирать жертву. Вот, на хардмоде отсутствуют всякие диалоги и другие моменты. Короче, я вам хочу все показать. Как всегда, прохожу подробнейшее. У меня программа AutoHotkey. Нажатие клавиш, VSD ходить. Оно заменяет стрелки, да. И, естественно, нам по 4, 5, 6. Но я сам так вскорил. Всякие действия. Прыжок и так далее. Спиндэш. Проблемы в этой игре есть. Вот. Эми the Hedgehog. Что же? Цифра 0. Перемотка времени. Может, кому-то понадобится. Погнали. Обязательно нужно проходить с первого уровня, когда вы выбираете хардмод, потому что иначе у вас будет не идеальное свидание, и это тоже. Короче, голоса тут все остальные остаются, кроме Tails Exe, да, у него другой голос, потому что ориентироваться по Spirits of Hell надо, где у него был голос Sayonara. Такой вот, а не как был у меня в Whisper of Soul, потому что там уже другой Tails, ну, кто не знает, да. Плюс тут не Экзелер, так что такой голос. Вы его долго не услышите, чуть-чуть будет он накладываться на Соника, потому что они похожи. Тут уже голос Экзекутора, точнее, повелитель, да, или как его он там, я не помню, как он переводится. Через У именно произносится. Короче, вот он, у него типа такой голос. Демонический. Ну, типа того. В принципе, стандартный голос, который используют для злодеев в Дельтаруне. Что же, вроде все объяснил, буду сейчас пояснять за косяки. Вот первый косяк. Некоторые пиксели в этом гейммейкер, блин, ужасно вырезаны и состоят из, как видите, там маленький квадратик. Такого быть не может. На оригинальных приставках и 16-бит играх. Это уже 64 бит. Такие проблемы. То есть, получается, тут каждый пиксель состоит из 9 таких квадратиков маленьких. Создает типа иллюзию пиксельности. Оригинальности 16 бит. Нет? Что же, ладно, все объяснил. Долгое вступление, но подробная прожарка этой игры. Погнали. Как освежающе. С добрым утром, мой любимый лес. Ничего не случилось, пока я спала? Хорошо. Ну, сегодня довольно приятный ветерок. Ты не против, если я еще немножко посплю? Не, ну за такую юбочку у Эми, сделанная с помощью дизелинга. Спасибо. Вот. Да? Короче, респект. Игра уже хорошая из этого. Привет, Эми, это я, Соник. О, рада слышать. Ты в порядке? После нашей последней стычки с роботами Эгмана тебе сломали руку.
Ха, не волнуйся, моя рука уже в норме. Мила вылечила ее. Думаю, из нее выйдет хороший врач. Но мне было бы приятнее, если бы ты вылечила меня. Я так и планировала, но Мила настояла, чтобы я отдохнула после той битвы. К тому же, это был прекрасный шанс для нее показать свою пригодность в этом деле. Ты права. В любом случае, ты в порядке? Нет планов на сегодня? Не, Салли сказала, что в городе все обычно. Лишь роботы-шпионы встречаются. Но остальные, борцы за свободу, смогут справиться с этим. Прекрасно. Я тоже свободен сегодня. Ты не против пойти на свидание со мной сегодня? Ну, я планировала проспать весь день сегодня, но... Пожалуй, я должна проверить твое состояние, а то вдруг Мила где-то напортачила. Так что давай встретимся. Но когда? Мы можем встретиться через часик. На курортном острове. Сейчас там довольно красиво. Хорошо, Соник, я скоро буду. Как всегда, все с моей озвучкой. Iron Forest. Странно, что не метал. Ну, потому что... Серьезно? Из железа все сделано? Не из металла? Точно? Ладно, подбираем кольца. Так, первый прикол игры. Вы бежите и пытаетесь развернуться. 2 секунды, 1 секунду, она бежит вперед, мчится. То есть, с точки зрения... Ай, боже. Вот это пиксели, конечно. Ну, можно было бы хотя бы срезы проверить, да и адекватно все выставить по координатам, черт побери. Прикольная анимация лежания. Давайте отойдем, чтобы ее увидеть, пока я объясняю. Короче, не сбрасывается скорость. Я знаю, что GameMaker 2015 года вроде движок, то есть обновленный, но ни хера нового, в принципе. В первой части вроде не было такой проблемы. Какого хрена? Либо я тогда был не такой приковыристый. 3 года назад я Continue Nightmare проходил. От Джайза, да? А это та же самая игра, только продолжение. Более масштабное. Но черт побери. Честное слово, вот это вот торможение, то есть, чтобы вам срочно затормозить, вам нужно прыгнуть не вот так и пытаться затормозить. Вот, я сейчас нажимал, сразу как приземлился. Вам нужно прыгать и выравнивать вот так вот, чтобы вы сразу могли развернуться. Смотрите. Опа. Персонаж разворачивается. То есть проблема с тем, что не сбрасывается анимация. Это можно пофиксить, но Джайз за столько лет какие-то фиксы выпускал, так ни хера и не пофиксил. Потому что никто не критиковал. Дальше. Мы разбегаемся, по сути, пружина. Чтобы далеко очень улететь, нужно что сделать? Правильно, сделать спиндэш. Но игра думает, что если сделать так, то это полная скорость. Смотрите, я сейчас улечу. Видели? А я должен был провалиться. Ни хрена в итоге. Такие дела. Так, у нас пила. Звук есть? Звука нет. Но пилы по одному и тому же паттерну работают. Окей, разраб так решил, хотя было бы правильнее сделать при их приближении активация. Это называется оптимизация. Хотя у кого это лагать может? Серьезно. То есть объекты действительны даже на локациях выше. Дело в чем? Пила опускается. С точки зрения геймплея она должна затихать. Это будет круто. Ну ладно, может разраб было просто лень? Окей. Идем дальше. Где пила? А вот она пила. Она идет с запозданием. Окей, это все можно выучить. Внимание, вопрос. Геймплей в играх должен строиться так, чтобы сразу игрок имел шанс пройти. То есть либо он передвигается, получается, вот так вот, либо никак. Такие проблемы. Вот, кстати, анимация еще. Угу. Дальше показываю. Что ж, спустя столько лет, 4 года уже игре, я сделаю прожарку. Слышите звук пилы? Циркулярки, да? Идем дальше. Это что? Почему звук не сбрасывается после той пилы? Это проблема геймплейная, и дальше вы ее поймете. То есть, если не учить, то такая хрень. Дэмэдж от колец. Выглядит так. Покажу, пока не забыл. То есть, должна затихать та пила и затихать это. Ну, из-за того, что оно заранее все двигается, разработчик... Вообще, такое ощущение, как будто бы он собрал эту игру из пресетов другой игры. Честное слово, очень криво сделано. Но, по сути, топ-3 игра. Выбора у нас не так уж и много, Sony, как за комьюнити, да? Сейчас-то хотя бы на тот момент не было других адекватных игр, по сути-то. Сделано оно по оригинальной крипкасте. Добавлено многое свое, но все же оно следует оригиналу. Это единственный плюс. Ладно, шучу. Локация сделана хорошо. Опа, перепрыгнул. Смотрите, я могу прописать таск, который за меня пробежит, все идеально. Идеальный спидран, да? Вот. Естественно, без закадрового голоса, потому что скилл падает все равно, когда ты отвлекаешься, ты должен болтать. Ты же летсплейщик, ты должен разговаривать. Никаких новых комментариев, да? Вот. Ты бежишь, перепрыгиваешь пилу, раз, тыкаешь, прыгаешь с первого раза. Тут нас поджидает что? Пила, верно. Вы пытаетесь заспидранить. Вы бежите. Прыгаете на холм. 3 раза я нажал
перед тем, как прыгнуть. А знаете почему? Вы сейчас поймете, когда я буду медленно бежать по холму и тыкать кнопку назад. Слышали? То есть, скорость не сбрасывается, если вы бежите по холмам. В первой части не было холмов, разработчик не мог это реализовать. Он действительно думал, что такой человек, соникофан, как я, который еще и разбирается в построении игр. Да, я сам много чем занимался. Вы серьезно думаете, что я это, мать вашу, не замечу? А? И это огромная проблема. То есть, если вы спидранер, вы должны затыкивать эту кнопку. То есть, вы должны бежать и вот так затыкивать. И при этом вы еще должны успеть там прыгнуть. Дальше, проблема с аутхоткеем. Вы умираете, и у вас зачем-то на T, B, Z, A, S разные кнопки абсолютно для того, чтобы, черт побери, возродиться. Так не должно быть. Серьезно, кто-то не успеет нажать, чтобы возродиться? Это бред. AS кнопки работают в чит-коде, когда ты их набираешь. Но когда у тебя активирован AutoHotkey программа, ты не можешь это сделать. То есть оно засчитывает это за стрелки, и тебе приходится так делать. Раз. И 2, и вырубать эту программу. Понимаете? И потом нажимать S и запускать программу для смены клавиш заново. Но не могу я так играть. Я с самого 4 годиков фанат Соника. И я, всегда играл во все игры старые на джойстике. В принципе, многие так делали, да, на геймпаде. Вы левой рукой управляете персонажем, правой вы прыгаете и делаете все другое. Такая перестановка клавиш. В этом движке, видимо, по стандарту. Вообще, это движок для RPG, по факту. Именно поэтому тут застревание в стенах я вам еще многое покажу. Что же, много болтаю? Окей, мы бежим по склону. 7-6 чертовых раз я нажал. Персонаж так и не прыгнул. Просто потому что медленная анимация. И она еще сохраняется. Вы скажете, пробеги быстрее. Она сохранилась даже когда я уже бежал по баднику. Короче, проблема огромная. И спидранить это место я не собираюсь. То есть, дальше места адекватные. Но вот там, где есть склоны, лучше бы их, честно, разработчик не добавлял. Вот так вот оставил бы и все. Возможно, у него ругали, что нет склонов. Но, в оригинальной игре их тоже не было, по которой оно и делалось. Крипипаста, да? Честное слово, проблема огромная прям в игре. Ну и также внезапно эти провалы. Но они хоть имеют плейс определенный. Но жесть полная. Так, что у нас дальше? У нас секретные всякие проходики. Сейчас я не мог на ней прыгнуть. Это очень странно. Тут секретный проход, если вы упали, то вы типа... Прекрасно. Показываем дальше. О, нет, я вернулся в начало. Окей, давайте сдохнем. Хочу вам сразу все показать. Когда нужна бензопила, ты ее не можешь найти. Ладно, циркулярка. Я иногда их путаю. Что же, возрождаемся. Такой вот подъем. Если мы убьем, в принципе, просто будет завершение. Но я вам все равно покажу. Хочу умереть. Dead Inside. Что же, смотрим. Покажу все смерти, как всегда я, в принципе, все и делаю. Можно ускорить с помощью циферки 0. Тут будут стоять другие персонажи, если умереть за них. В принципе, может, даже и покажу это. Такие дела. То есть, перезапускаю сейчас игру и показываю уже, что будет если пройти уровень и там умереть. 2 раза. Потому что только у Эми есть гейм-овер особенный. То есть, у всех остальных персонажей одинаковая смерть. Сорян за такую прям вот подробную прохождение, но, ребят, честное слово, уж такой я перфекционист, ничего со мной не поделаешь. Я всегда показываю все концовки, за это меня и любят, в принципе. Да. Многие проходят на похер, еще и без комментариев. Но я это сделаю. Так, проматываем, 0 и Enter нажимаем. Причем 2 раза, потому что когда заставка идет, она сбрасывается, этот 0. Iron Forest, пробегаем быстренько до того момента, показываю, что куда есть. Ой. Ладно, что-то после хардмода я совсем расслабился. Тут на хардмоде просто колец нет. Стараемся приземляться. Вот, опять я не мог нажать. То есть огромная проблема в игре с прыжками. Прям беда-беда. В принципе, там показывать ничего не буду. Ничего особо. Классные прыжки. Замечательно. Окей, игра. Ну, тут я уже накосячил, окей. Просто слишком расслаблен. Отсутствие хардмода развязывает мне руки. Что же, бежим там, где должны бежать.
Прекрасно, я не мог прыгнуть. Ровно, черт побери, 2 секунды. Замечательная игра. Хотя я даже по склону не бежал. Видимо, после пружины те же самые проблемы. Что же? Тут у нас жизнь, но на хардмоде тут будет стоять определенная штучка. Кстати, хардмод нам откроет мод для игры за Диану. Вот. Одно кольцо у нас. Тут в нормал режиме, да, какой должна быть игра. Хотя я думаю, что хардмод все-таки лучше в этом плане, потому что открывается секретный режим. Вот. Тут пружинка, которая у нас сразу приводит... О, повезло. Сразу вот так вот мы обходим. Да, там сверху не висит жизнь, которую мы сможем забирать потом. Бежим тут. В принципе, это все. Вот и кольцо. Сейчас покажу вам обычную смерть и гейм-овер. Телепортационное кольцо? Что оно здесь забыло? Кажется, оно ведет в лабиринт. Я могу попробовать найти там хаос изумруд и заодно быстро переместиться на курортный остров. Я должен попробовать. Ну давай. Ну естественно, коллизия исчезает на уровне, не успев закрыть сам уровень. И из-за этого падает бедненький бадник сверху. Ну, так себе, конечно, код. Можно было бы исправить, на кого это вообще волнует. Кто это серьезно заметит, кроме меня? Кто, блин, знает эти аспекты? Тяжело жить, когда ты знаешь, как работают игры. Я уже давно себя на мысли поймал. О, я даже не знал, что клавиша О тоже за это отвечает. Они тут всю клавиатуру решили сделать. Ну, давайте О, окей. Спасаемся. Сейчас умрем. С помощью Level Select я дойду до этого уровня. И покажу, что да как. Хочу вам все реально показать, прям подробное прохождение. Следующая серия будет короче, и следующая. Это я сейчас просто показываю нюансы и проблемы этой игры, поскольку ее никто не критиковал. Что же, ничего не нажимаем. Чуть-чуть перемотаю, не обессудьте. И Соник делает с нами это. Get over here! Ладно. Но раз уж он сказал финиш... Прикольно. Выглядит прикольно. Он хотя бы спрайтами покрасил по краям, типа кровь. Окей. Я вас понял. Перезапуск игры. Кстати, в этой игре нет быстрого перезапуска игры. Как Spirits of Hell, Whispers... Spirits of Hell его вроде не было. Окей. Что же, набираем чит-код. Цифра 1. Нажмете на клавиатуре в этом менюшке. Вы услышите звук колец. Это значит, что хардмод активирован. Но пока что мне это не нужно. Я хочу вам показать... Вот это. В принципе, такой вот выбор уровней. Вы можете тут некоторых делать мертвецами. Давайте сделаю Салли мертвой, чтобы вам показать. О, покраснела. Кстати, все такие вот мертвецы. Пипец она счастливая. Ладно. Dead Inside. Что же, Салли сделаю мертвой. Вам это делать не обязательно. Это просто для того, чтобы на кримке потом показать. Так как у нее один тип смерти, никакого гейм-овера. О, я смог. Даже тут, я думаю, ускорим. Нет смысла, я думаю, это показывать. Все, гейм-овер. Это каноничная смерть. Соник? Я смогла? Да, ты смогла. Соник? Соник любил тебя. Что же? Крим за Рэббит. Погнали. Не очень честный. Прошу, мам, я обещаю, что буду осторожной. К тому же, мистер Наклз будет со мной. Здесь нечего бояться. Это не то, о чем я волнуюсь, дорогая. Я уверена, что такой джентльмен, как Наклз, присмотрит за тобой, но... После встречи с Тейлзом, ты ведь наверняка решишь попытаться пробраться в Железный лес снова. Не так ли, юная леди? Что? Нет, я бы никогда не... Ты сделал это дважды. За эту неделю. Не волнуйся, Ванила. Гиперактивность и молодые годы давят на нее.
Поэтому ей хочется пробраться в этот лес, чтобы выпустить излишек энергии. Но я обещаю, что пригляжу за ней. Если ты так волнуешься, я также могу проводить ее домой. Я думаю, что это не возраст так мотивирует ее, а одна розовая ежиха. Ну, мам! Ну да, Наклз, я буду очень признательна, если ты проводишь ее и до дома. Заодно зайдешь на чай. Я должен шутить? Звучит классно. Ловлю на слове. То есть я могу пойти? Да, я тебя отпущу, но пообещай, что ты будешь хорошей девочкой и не попытаешься сбежать от мистера Наклза. Обещаю! Все будет отлично. Но если Кремуля все же попытается дать дёру, то мы с Тейлзом быстро догоним и угомоним ее. Удачи, мам! Удачи, Крим. Удачи, Наклз. Кто хочет слушать мою озвучку, все смотреть по плейлисту, там целое прохождение, ребят. Так, мистер Наклз, что мистер Тейл хотел показать мне? Ладно, привыкайте к моим шуткам. Я не могу сказать, Крим. Это секрет, но я уверен, что тебе это понравится. Нам нужно добраться до вершины. Я могу вскарабкаться туда, но ты не сможешь залететь так высоко. Не беспокойтесь, мистер Наклз. Я знаю, как попасть туда. Не так давно я нашла короткий путь наверх. Это даже быстрее, чем карабкаться самому. Звучит интересно. А почему бы нам не устроить соревнование? Если ты сможешь добраться до верха быстрее меня, то, возможно, когда-нибудь ты сможешь обогнать и самого Соника. Вы думаете? Тогда я в деле. Тогда начнем. Начинается веселье. Ой, черт, я не тренил эту локацию, поскольку тут надо умереть. В следующий раз буду тренить. Dead Inside. Ладно, привыкайте к моим шуточкам. Кто новенький? В ахере, наверное, да, вообще что происходит? Ну, а так вот, ученик Декарта. Да, обожаю его. До сих пор даже, я ему признателен. Лет 9-8 я его уже смотрю. Ё-моё. Бывает. Очень ностальгично для меня. Но вроде как он эту игру проходил, но на обычном, естественно, режиме. Но Spirits of Hell он, конечно, проходил, но весь процесс вроде нет. Что же, ладно, я забалтываюсь. Так и так, Наклз нас уже не догонит. Ой, перегонит почти. Так что не выпендриваемся. Покажу вам еще альтернативный проход. Вы бежите в самый конец, и тут стена. 3 колечка. Кстати, можно каким-то образом получить жизнь. Неважно. Неважно. Вы берете последнюю пружину и дэшитесь. Ладно, хорошо, что я не залетел. Еще рано. Ой. Ну, короче, вы дэшитесь об эту пружину и можете перелететь. Тут типа секретный проход. Ну, просто чтоб знали. Ой-ой, а у меня 0 жизни, я не смогу, наверное, показать смерть, да? Карнавальная гонка. Вау, что это? Это ускоритель. Мы с Тейлзом расставили несколько таких неподалеку. Правда? Самое крутое в этом, ты сможешь разогнаться до огромных скоростей. Тейлз даже установил тормозные подушки в конце дорожки, чтобы ты не поранилась в случае чего. Ну хорошо, давайте я попробую. Эх ты, наивная дурочка. Ладно. Ну да, мне придется перепройти. Позже. Я понял. Прекрасно. Точно. Ладно, закрываем игру. Делаем тогда так. Пусть Эми будет мертва. Я вам просто хочу показать. Так. Да, вот это. Отлично. Что же. Вот, хочу вам показать. Плюс Эми пока мертва, будет она там стоять. Вот. Покажу вам, что будет, если спастись. Я забыл просто, что у меня жизни-то 0. Но каким-то образом, я помню, за кадром набрал жизнь, набрав 0 колец. Это так странно. И мы берем и спасаемся. Предварительно вырубая мой auto-hot-cabling, потому что выпало S. О, Эми так расстроилась. Ну и окончательно нет смысла умирать, никакого различия в принципе.
То есть вы просто исчезнете. Все. Что же, идем к Салли и умираем по 2 раза с каждого раза. Да. Ну и болтанул. Реальный кошмар. Шикарно сделано, кстати. Без слов, типа так на стильчике. Хотя, возможно, кое-кому было лень. Что же мне теперь делать? Судная пещера. Это прям как будто бы отсылка на Терминатора. Твою же. Похоже, придется искать другой путь. Электронные гаджеты Салли могут создавать энергощиты. Нажми X для смены щита. Щиты тратят энергию, так что не используй их полностью. Что же, у нас будет потом кое-какое усиление после кое-чего, когда мы сможем доставать эти жизни. Снизу также лежит жизнь. Вот. Покажу вам сейчас ее сразу. Что уж тут мне. Долго, что ли? Умираем. Это смерть от шипов. Можно спастись. Кримка расстраивается. Окей. Бежим. На кнопку 0 ускоряемся. Ладно, так тяжело. Ну и сверху типа там жизнь. Туда можно будет потом залететь. Хочу вам прочитать диалоги, в принципе. Щит у нас восстанавливается, все в порядке. Читаем диалог. Блин, чертова колонна мешает нам пройти дальше. Давай, Наклз, раскроми ее, и мы пойдем дальше. Не так быстро, Тейлз. Я думаю, что Салли где-то рядом. Будто чувствую это. Ну, конечно, она где-то здесь. Но где? Где же она, Наклз? Может, она прямо сейчас дропает от нас? Или может, она прямо за этой колонной? Вполне возможно. Надо бы проверить. Да, ты издеваешься. Я пытаюсь нормально общаться с тобой. Но, похоже, ты решил испытать мои нервы своей тупостью. Тейлз, постарайся успокоиться. Я просто не хочу дать ей лишнего шанса сбежать. Поэтому мы должны проверить все, что можем. Ну да, конечно. Если что-то пошло не так, то сразу Тейлз виноват. Тейлз снова чокнулся. Тейлз снова провалил миссию и раскрыл себя. Я задрался. Я сам найду ее. Без тебя. Можешь идти и отдохнуть, пока я сделаю всю работу. Вали. Бедняга. Наверное, это очень трудно сдерживать внутреннее безумие. Надеюсь, мы сможем убедить Соника в том, что мы не враги. А если это не поможет, ничто не поможет. Ну и Наклз шагает. Можем его ускорить. Это было близко. Однако, теперь он патрулирует эту зону. Надо быть осторожнее. Прочь неряшливость. Надеюсь. Тейлз не может отследить мои щиты, иначе это будет проблемно. Проблематично. А так, по факту, прикольно выражен ее характер. Не знаю, кто писал текст, но ее это прочь прям звучит по-королевски. Тут Наклз, которого можно ослепить. Он ослеплен. Можно бежать вперед. Можно забраться наверх. Но наверх мы уже не заберемся. Короче, там жизнь. В принципе, умираем. Чё от них? Это все, что я хотел показать? Еп. Можем спастись. Кстати, я в прошлый раз, помню, музыку забагал за кадром. Давай, Тейлз. Отлично, теперь нас убивает Тейлз.
О да, точно, совсем забыл, нам не хватает жизни, чтобы показать все смерти. Что же, делаю перезапуск. Ой, я идиот, я мог начать за Эми и показать кое-что за нее. Расстроенный спрайт Сальки. Ладно, давайте так и сделаем. Превратим Салли в мертвую. Да, даже можно и Крим. И умрем за Эми. Вот. О, звук надсвоился. Классно. Все это пропускаем. Умираем. Жаль, тут сразу этой пилы нет. Мастерски перепрыгиваем кольца. И делаем спин мимо. Что же? И вот, они стоят. А если спастись? Они так смотрят сразу. Да-да, я так все дотошно показываю. Но ничего не поделаешь, я прям реально хочу все показать. Просто мало кто это показывал. И мы теперь умираем. Все. В принципе, сейчас пойду покажу вам смерть за Салли. Прикольно, получается, таким образом можно проспидранить концовку. За полминуты причем, и закончить ролик. Прикольно. Но я ведь покажу вам каноничную смерть. Что же? Да, отсюда начинаем. Хочу вам показать, что будет, если не защищаться. Вот. Черт побери, как же мне мешает мой перфекционизм, чертов. Все, бежим. Ребята, давайте. Тейлс? Отлично. Хотя мог сразу и в накол завлететь. Что же? Нам дают 10 секунд. И уже сейчас показываю и начинаем проходить на... Естественно, проходить на прикольную концовку. Под названием «Худшая концовка». Он ее держит за жопу. Тейлс, да ты... Ладно. Смотрите, не отпустил, не симп. Окей, не отпустил, не отдал Сонику жопу. Хорошо. Хорошо, Тейлс. Черт побери, мои эти шутки. Что же, все. Тогда вводим чит-код и проходим на худшую концовку. Каноничными смертями. Подписывайтесь, ставьте лайки, за мои эти старания чертовы. Что же, выбираем хардмод и... Циферка 1. Погнали! Черт побери. Надеюсь, получится, иначе мне придется перезаписывать этот момент и снова заново вам все объяснять. Такой уж я чел. Что ж, погнали. Первый прыжок. Второй. Тут рандом. Я лучше заторможу. Тут, в принципе, стабильно. Некоторые, короче, места так вот работают. Отлично. О, повезло, пила спряталась. Я не мог сейчас прыгнуть, пипец. Вот опять вот этот вот склон, и вот это все мешается. Есть, прыжок есть, тут лучше заторможу. Повезло, я мог бы пробежать. Блин, я еще и болтать умудряюсь. Очень уж хочу снова рубрику рандом сюда брал. Ладно, шучу. Вторая серия будет намного короче. Тут просто все объяснительное. Я вам забыл еще в этом показать, короче. Блин, как она называется-то? Ладно, сейчас. Вот, пока летим. У Крим, короче, насколько я помню, можно умереть в другом месте. Вот. Я попробую вам это показать. Так. Тут жизнь, и появляется могила. Здесь покоится Джексон Роуз. Я никогда не забуду тебя, отец. Короче, такая вот могила, она появляется только на хардмоде. Это я сам обнаружил. Что же, может еще какие-нибудь интересные вещи обнаружу и вам расскажу. Жаль, что жизнь, которую я собрал, придется тратить. Чтобы показать. То, чем вообще никто, по-моему, не заморачивается. Тут вроде пила и возле 2 деревьев. А, это там было. Тут другие. Так, тут у нас будет... Есть. Правильно. Не-не-не, ну выучил, хорош, хорош. Жаль сейчас, если я умру, и мне заново вот это все комментировать. Короче, за Крим есть... Если не умирать сразу, но при этом допустить то, чтобы Наклз все-таки стоял уже заранее, то там будет немножко другая сценка, если умереть. Так что ее вам тоже покажу. Я вспомнил внезапно про нее. Такие дела. Что ж. Это как сейчас произошло? Окей, замедленная съемка. Охренеть.
Кстати, были проблемы с FPS? Да. Вот, так что я починил, пришлось Bandicam переустанавливать, новую версию. Это у меня совсем была старая, 2021 года, и в ней был баг. Теперь же в этой версии есть адекватный захват экрана. Не игры именно, а именно просто экрана, монитора по-другому эта игра не записывается. Вот, ну может через OBS по-другому как-то. Ладно, надо меньше болтать, а то не хочется умереть. Но тут, в принципе, за малым осталось. Вот, теперь у меня FPS стабильный, все хорошо. Отлично. О, прикиньте, плохо сейчас запишется. Не, я реально проверял. О, вроде бы отсюда нельзя достать. Нужно повыше прыгать. Ну ладно, нам не важно эта жизнь. Без колец проходим. Так, нет, тут нет, это я точно помню. Тут есть. Сейчас тут еще будет. Потихонечку, мы уже возле финиша. Аккуратно. О, тут можно пробежать. Есть. Не знаю, для кого это сделано, если честно. Так. Отлично. Отлично. Ну и вроде все. Или тут еще что-то будет? Есть. Ох, тварь, заранее выглядывает. Все, отлично. Так, Enter. Отлично, поехали. Ускоряем, что же. Умираем. Эта концовка неинтересна. Смерть точнее. О, Е. Тут еще и на Е бывает. Вот это да. Так. Отлично. Соник, я смогла? Да, ты смогла. Соник? Соник любил тебя. Что же, миссис Скрим? Показываю. Так, ну это в принципе... Давайте я просто это скипну, окей? Наверное, вырежу. Смысла нет. Тут на этой гонке сдохнуть нельзя. Не очень честный. Так что погнали. Карнавальная гонка. Вот, все, мы тут. И... летим. Окей, пока что везет. Ну как везет, тут полный скилл. Все хорошо, отлично сделано. Ну вот, да, показал вам. Такая смерть. Что же, дальше у нас Салли. Отлично. Тут сразу отсутствует сцена, потому что хард мод. Так что мы начнем сразу же с этого места. Пропускаем заставку. И сразу тут начинаем. Черт, я сдох по абсолютно тупой причине. Короче. Auto-Hotkey? Не знаю, может новую версию когда-нибудь выпустят. Да, это в принципе 22-го вроде года. Вот. Надеюсь, выпустят, и там будет все адекватно, потому что иногда все-таки клавиша как будто бы залипает, именно прыжка. И меня, короче, в другую сторону повело, и меня Тейлс убил. Окей, что ж, смерть была нечестная, так что показываю адекватную. Хотел вам еще анимации показать, что будет, если вверх и вниз смотреть, но, по-моему, мне не до этого, да? Короче, особого смысла тут прям спешить не хрен, потому что, в принципе, у меня такое ощущение, как будто бы Knuckles телепортируется. Также можно спокойно в воздухе зависать с помощью быстрого переключения щита, сброса его состояния. А, не смог. Окей. Так, копим щит. Есть! Срезал. Так, есть все шансы. Тейлс сейчас телепортируется к нам. Я проверял, они телепортируются, мать твою. Так что нет смысла сильно спешить. Главное сохранять щит.
Есть! И проходим через не тот проход, не в ту сторону, чтобы... У нас вышла эта концовка. О, там что-то было. Ладно, заскриню, потом вам на монтаже вставлю. Ну, прекрасно. Да, вы, должно быть, шутите. Я рад, что ты пришла сюда, Салли. Ты самая упорная из вашей троицы, поэтому я сделаю тебя главной в группе, когда ты присоединишься к нам. Я не присоединюсь к тебе, ублюдок. Что ты сделал с Соником? Ха-ха-ха. Салли, дорогая, с чего ты взяла, что я что-то сделал с ним? Возможно, я и есть Соник. Ты не можешь знать этого. Нет, Соник, он странный, но даже он не поднял бы руку на своих друзей. Возможно, ты права, Салли. Но хватит болтать. Пора тебе присоединиться к нам. Только через мой труп. Как пожелаешь. Ну и вот она, каноничная смерть. Окей. Что же, титры пошли. Даже интересно, можно ли скипать с помощью цифры 0? Да, можно. Благо я дождусь окончания игры. Вот. Я сделаю так. И, естественно, очень рад, что смог пройти. Игра кривенькая, но дальше будет чуть-чуть полегче. Вот. По крайней мере, ближайшие 3-4 концовки. То есть видос сейчас будет чуть быстрее выходить. Что же, всем спасибо за просмотр. Слушаем эту музыку. Она дойдет до конца. С вами был SpoiGamer. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я очень старался. Все, как всегда, показываю, чтобы была мотивация показывать подробно такие игры. Да, очень-очень такие прям расширенные. Так что ставьте лайки. Я реально стараюсь. Спасибо.